Сегодня 19 октября 2024 года и всех приветствую из Одессы. Так, сейчас с вами перейдем вместе со всеми дорогу и расскажу вам, куда иду. Всем привет! Как вы видите по моей одежде, в Одессе еще более заметно похолодало. Я сегодня даже в шапке, потому что сегодня на градусниках Одессита можно было увидеть температуру воздуха 4 градуса. А это для нас уже заметно холодно. Посмотрите, как здесь поразрасталась юка. Прям немножко экзотики в такие холодные, уже практически зимние дни. Потому что в области уже даже были заморозки. У нас вчера ночью была снова тревожная ночь, как и последние ночи в сентябре и уже в середине октября не дают нам абсолютно спокойно жить. Вчера вечером раздался сигнал воздушной тревоги, и в пабликах мы увидели, что была ракетная опасность в море Белису. Буквально через пару минут после воздушной тревоги узнали, что уже были прилеты в городе, и пришлись они на частный сектор. И в результате обстрела пострадали частные дома людей, автомобили людей, и снова у людей горе, к сожалению. Но, слава богу, по предварительным данным, все живы и никто тяжело не пострадал. Прохожу мимо заправки, и посмотрите, какие на заправке высадили красивенные розы. К сожалению, они уже отцветают, но все же еще могут немножко порадовать прохожих. Прелесть какая! Видите, какой ветер? Здесь можно посмотреть по листикам. Ой, а посмотрите, какая здесь красота! Это уже розы другого сорта, другого цвета. Прелесть какая. Как и большинству жителей города, нам сейчас тоже сложно похвастаться каким-то очень хорошим настроением, потому что на улицах холодает, и все больше людей начинают покидать город и покидать страну. Как заявила одна из народных депутатов Украины, что в этом году Украину покинуло более 300 тысяч школьников. Представляете? Родители стараются вывозить своих детей из страны, потому что никто не знает, какая будет зима. Нас все время пугают, что нас ждет очень сложная зима. И, конечно, у всех, у кого есть возможность выехать, они стараются покинуть страну, и особенно города, в которых больше всего угроза того, что в квартирах может быть холодно. На самом деле сейчас никто не знает, как дальше жить, что будет дальше, что нас всех ждет, какая будет зима, какая дальше будет ситуация в стране, будет ли большее количество обстрелов, меньшее количество обстрелов. Конечно, как говорят, нужно настраиваться на лучшее, но готовиться к худшему. Ну, по такому принципу сейчас и живут большинство людей в Одессе. Уже все заведения украшены красивыми тыквами. Сейчас приехала к подруге в один из известных жилых комплексов в Одессе. Достаточно новых и достаточно больших. Сейчас покажу вам, как живут у нас люди в таких, можно назвать, даже микрорайоны. Большие жилые комплексы. Как всегда, кафе, твоя кава, стоматология, магазины. У нас в жилых комплексах, особенно если они большие, то всегда очень развитая инфраструктура. Все есть рядом и все есть внутри. Растения красивые повысаживали. Я даже не обращала внимания, что по городу еще цветет такое большое количество роз. Возможно, это только здесь. Сейчас посмотрим дальше. Такой красивый уютный двор, где детская площадка.
Кто узнает свой жилой комплекс или кто здесь живет, сразу поймет, где ведутся съемки. Нет, розы уже вянут, к сожалению. Все, зима уже близко. Смотрите, какая классная парковка для велосипедов, крытая. Очень удобно. Потому что я жила когда-то в одном из новых домов в Одессе, то там с велосипедами целая проблема была. Можно было их спускать только вниз в паркинг. А здесь у людей все продумано. Смотрите, какие кустики интересные с ягодками. Какая прелесть, просто не могу отойти от этих всех прекрасных роз. Смотрите, какая прелесть, смотрите, какие пушистики. Любуюсь красотой природы. Сейчас снова раздался сигнал воздушной тревоги. Наверное, здесь тоже его будет слышно больше. Сейчас посмотрим. Надо посмотреть, что летит. Надеюсь, все будет хорошо. Здесь очень ухоженная придомовая территория. Просто душа радуется, что так красиво и так приятно здесь даже просто прогуляться. Ну и нашим зрителям будет интересно посмотреть, как живут люди в Одессе, в новых жилых комплексах. Посмотрите, какое еще все зеленое. Уже конец октября, но из-за того, что была хорошая погода, было тепло, листики еще продолжают быть зелеными, хотя не все. Сижу сейчас, слушаю, как поют птички, и видно, как уже на небе появляется солнышко. И так хочется уже, чтобы наконец-то была спокойная жизнь и закончилась война, которая разрушает жизни не только взрослых, но и детей. Как раз сижу сейчас возле детской площадки и думаю о том, что по последним данным, по статистике в Украине сейчас дети и студенты по учебной программе отстают на 2-3 года по своему образованию. И это очень печально, потому что дети — это наше будущее, и даже на такие сферы, как образование, война очень сильно влияет, потому что из-за постоянных тревог и обстрелов дети часто вынуждены оставаться дома или учиться дистанционно. А плюс некоторые дети вообще уехали в другую страну и оканчивают и украинскую школу, и школу той страны, в которой они живут. В общем, целая проблема у всех и сотни разрушенных жизней. Посмотрите на эти высокие огромные дома, и страшно понимать, что здесь нет газа, только все электроэнергия, и что люди будут делать зимой. Потому что если нету света, то, понятное дело, не работает техника, нельзя разогреть еду, сделать себе чай, кофе. И кто живет высоко, у тех совсем проблема, потому что если в доме нету генератора, то нужно подниматься пешком на свой этаж. И если тебе еще что-то нужно нести или нести коляску ребенка, то это вообще создает просто невыносимые условия для жизни. Мамочки с колясками гуляют. Все-таки, несмотря на войну, жизнь продолжается, но я представляю, как этим мамочкам сейчас сложно. Мало того, что все везде сейчас очень дорого в Украине, так еще и нету света, еще и обстрелы, и часто нужно спускаться по ночам в паркинге. И делать это с плачущими детьми гораздо сложнее, чем самому, поэтому у всех сейчас достаточно сложная жизнь. Посмотрите, какая прелесть. Просто весь двор в розах. А вот белые розы. Красота. Смотрела, что это за тревога, а это беспилотник с Николаевской области летит на Одесскую. Будем надеяться, все будет хорошо и угрозы для города не будет.
Кстати, кто сегодня собирается ехать по дороге Одесса-Рени, учитывайте то, что сегодня там просто огромные пробки, и из-за того, что стоит большое количество транспорта, которое едет через границу, в Маяках большая пробка, поэтому всех предупреждают о том, что если вы собираетесь ехать по этой трассе, рассчитывайте на то, что вам придется стоять долго в пробке. Там больше километра они. Шла по улице и случайно заметила вывеску оперного театра. Присмотрела, здесь еще и другие вывески с различным названием цветов. Мне стало интересно, и я заглянула в этот магазинчик. В нем просто невероятно красиво. Сейчас сами все увидите. Поскольку мы сейчас находимся как раз в цветочном магазине, хотим передать поздравления от всей нашей семьи с прошедшим днем рождения Анатолию Афанасьевичу. Анатолий Афанасьевич, мы желаем вам крепкого здоровья, много счастливых и радостных минут, исполнения всех желаний, и чтобы все у вас в жизни было хорошо. И, конечно же, до встречи! Мы с вами сейчас попадем в цветочный рай. Мне здесь предоставили доступ к такой красоте. Мне здесь предоставили доступ к такой красоте. Здесь холодильники. И посмотрите, какие здесь красивые цветы. Не только магазин красивый, но и цветы просто прелесть. Даже экзотика есть. На любой вкус. Снимая эти цветы, я нахожусь в настоящем холодильнике. Здесь холоднее, чем на улице. И несмотря на то, что вокруг меня такая красота всех цветов, хочется побыстрее отсюда выйти. Ну что, наши дорогие, грейтесь, берегите свое здоровье и до встречи в следующих видео. Мы вас очень любим, ценим и всех обнимаем. И на входе даже угощают конфетами. Посмотрите, какая прелесть.